Лезть с оранжевым корректором совершенно не стоит. Насмотренность нашей профессии, она нужна во всем. У корректора много возможностей использования. Это все зависит от типажа клиента. Работаем по ситуации. Навряд ли стоит рассчитывать на то, что такая процедура может получиться за один раз. Всем привет! Вы снова на канале Ханафи. И сегодня покажу вам работу по перекрытию бровей. Тут есть особенности, есть некоторые правила, закономерности. Для многих эта процедура является достаточно сложной. Сегодня разберем, как это все делается. Ольга Ханафи – топ-мастер перманентного макияжа с опытом работы с 2005 года. Создатель бренда Hanafi Colors Pigments, эксперт по колористике и пигментологии, руководитель собственной студии перманентного макияжа в Москве, судья и спикер международного класса, многократный участник конференций и конгрессов по перманентному макияжу. У нас Аня, у нее бровки давнишние очень были такого радикально синего цвета, очень яркого, хорошо читаемого синего цвета. То состояние дел, которое сегодня, это вот результат наших удалений. И теперь на этой остаточной такой серовато, чуть-чуть голубоватый, едва заметный след мы будем наносить уже новый перманентный макияж с определенными деталями. Я о них вам расскажу и покажу. Напоминаю всем, что перекрытие можно выполнить далеко не в каждом случае. Точнее, достаточно маленький процент из всех неудачных перманентных макияжей можно подвергнуть простому перекрытию без предварительного удаления. В данном случае, как удалений было достаточно много, мы все равно не удалили до чистой кожи, но это количество пигмента в коже, и этот цвет, эта насыщенность уже годится для того, чтобы перекрыть. Уже пигмента настолько мало в коже, что есть куда положить новый пигмент. Форма бровей неплохая. По визажу править особо сильно не надо. Тем более, что бровки уже очень сильно бледные. Но нам нужно все-таки скорректировать цвет. Делаем подложку из оранжевого корректора. Здесь на коже есть места, где пигмента нет совсем. Туда лезть с оранжевым корректором совершенно не стоит. То есть в данный момент я внимательно смотрю, какие участки нуждаются в корректировании, а какие просто подождут основного цвета. Работа достаточно тонкая, не так, когда мы делаем заново процедуру и закрепляем эскиз на коже широкими размашистыми штрихами. Тут смотреть надо внимательно, штрихи наверняка не должны быть слишком длинными. Фиксировать кожу нужно как следует, чтобы минимально ее травмировать, чтобы кожа не тянулась за иголочкой. Здесь почти нет пигмента, под волосками тоже его практически не видно. Самые опасные места – это верхняя граница, там, где должно быть очень все нежно, пудрово, да, а тут как раз будет вылезать самый активный вот этот старый цвет, плюс еще и тут волосков наверху поменьше. Я считаю, что тема перекрытий достаточно сложна, в первую очередь тем, что очень многие мастера не обладают достаточной насмотренностью для того, чтобы понять, можно конкретную работу брать в перекрытие или нельзя. Насмотренность нашей профессии, она нужна во всем. Понимание форм лица, строение эскизов, как выглядит пигмент в коже, как выглядят правильные штрихи. И вот эту насмотренность нужно развивать, чтобы не браться за работы, которые заведомо не будут хороши. В нашей профессии это опасно не только тем, что вы сами, как творческая единица, как профессионал, будете недовольны своей работой. Это может оказать вам очень плохую услугу. Вы можете оказаться крайне недовольная клиентка. Все свои беды свалит вам на голову. Тут я сказала, особо сильно нет нужды корректировать. Тут внизу, где волоски. Но я совсем это место не бросаю, прохожусь легкими штрихами. Это не значит, что я сюда больше вообще не вернусь с этим цветом. Сейчас мы нанесем вторичную анестезию, потом сотрем, посмотрим и решим, нужен ли второй проход. Анестезию наношу вторичную, сустаин, не стирая пигмент. Можно стереть,
можно не стирать. Я уже привыкла не стирать. Как раз пока подействует анестезия, закроются сосудики, и когда мы сотрем пигмент, то, что мы уже успели внести в кожу, лучше нам проявится, лучше будет видно нашему глазу. То же самое делаем со второй бровкой. Опять точно так же внимательно разглядываю, какие места нуждаются в оранже, а какие, возможно, и нет, потому что там практически нет пигмента. Многие спрашивают по поводу корректоров. Во-первых, всегда ли нужно их использовать при перекрытии, во-вторых, как их использовать, вот именно как я сейчас в виде подложки, или можно смешивать с основным цветом. У корректора много возможностей использования, и так может быть правильно в зависимости от ситуации. Корректор мы подмешиваем в основной цвет все-таки больше в те моменты, когда мы хотим просто подтеплить цвет. То есть мы берем, выбрали цвет, который подходит человеку по типажу, но беспокоимся за то, что, может быть, мы не очень угадали с кожей, а вдруг она более холодно проявит пигмент. Поэтому мы, чтобы себя подстраховать, можем туда капнуть каплю-другую корректора. А вот послойное использование, вот как я сейчас работаю, это все-таки непосредственно перекрытие, нейтрализация неправильного цвета. Вспоминаем при этом круг Итона и противоположным комплементарным цветом делаем такую вот подложечку. Я рассказала основные правила использования корректоров, когда и как, почему мы их применяем. Но если этого недостаточно, вам непонятно, если есть какие-то вопросы, вы смело их можете задавать в комментариях к этому ролику. Мы их обязательно всегда отслеживаем и обязательно на все отвечаем. Анестезия на бровях почти никогда не нужна. Первичную я не использую уже совсем очень давно, да и вторичная больше для мастера, а не для клиента. Не для того, чтобы обезболить, а для того, чтобы выбелить кожу, закрыть сосуды, чтобы лучше была видна красочка. Теперь мы здесь протрем и посмотрим, как оно выглядит. Холодная вот эта серость совсем практически исчезла. Остались только вот те самые места, про которые я в тот раз говорила. Вот. Сейчас чуть-чуть еще пробежимся. Практически все. Пусть она отдохнет. Мы на нее еще потом взглянем. Теперь здесь. Здесь тоже есть несколько кусочков, где хотелось бы еще пройтись. Брови после работы корректором. Прекрасный нейтральный цвет, никакой серости, синевы. И вот теперь на это дело мы начинаем наносить основной цвет. Иглу я не меняю. Остатки оранжа в носике иголочки никакого вреда нашей работе не принесут. Чистая трешка Milk шоколад был бы слишком светлым пигментом для Ани. Чистая трешка из сета Костенецкая слишком темно. Вместе будет в самый раз. Иногда бывают случаи, когда возможно и не использовать основной цвет, а закончить процедуру после использования корректора. Нагромождение лишних слоев пигмента не всегда хорошо. Мы не знаем, как кожа примет пигмент, мы не хотим излишнего уплотнения, и поэтому можем отпустить человека, посмотреть, как заживет. Бывают такие случаи, это все зависит от типажа клиента. И отлично все получается, только лишь с одним корректором, и не нужно больше ничего мудрить. В данном случае одного корректора недостаточно, потому что это будет слишком бледновато, неинтересно для Аниного типажа. Здесь нужно добавить цвета. Особенно после анестезии здесь выбеливание кожи произошло, и здесь вот такой активный, теплый, светло-коричневый. А здесь уже начинает появляться мягкость нормального человеческого нужного коричневого оттенка. Бывает такая кожа, особенно у клиентов, у которых не очень много волосков в брови или вообще они отсутствуют, она поблескивает, бликует. Работать по бликам очень неудобно. А у нас еще, как правило, яркие лампы, да, для того, чтобы нам было хорошо видно, рабочие наши кольцевые. И все из-за этого бликует, поэтому я очень рекомендую за бликами следить и кожу от блика отворачивать. Я это делаю с помощью 2 пальцев, поворачиваю немножечко валик, хватаю часть бровки как валик и поворачиваю в нужную мне сторону, для того, чтобы светлый блик уходил с места работы. Там, где иголочка, я должна видеть, как попадает пигмент в кожу. Вот если я так вот сейчас возьму, вот у меня прямо здесь сейчас перед глазами, посередине работы, очень яркий блик. Я не вижу ничего, где там пигмент, какой пигмент.
Поэтому я беру и немножко отворачиваю. Блик уходит наверх, и здесь мне все прекрасно видно. Пришла очередь этой брови придать ей насыщенный коричневый цвет. Здесь в некоторых местах прям оранжевенький, так активно стал виден. Нам нужно его убрать вниз под наш основной цвет. Кстати, хотела вам сказать, что вы вдвойне счастливчики. Мало того, что вы подпитываетесь хорошей, важной информацией на нашем канале, также вы в связи с этим можете наблюдать сейчас промокод, который вам поможет приобрести в нашем магазине пигменты Hanafi со скидкой. Пользуйтесь. Достаточно часто во время работы любой звучит вопрос к мастеру, сколько проходов он делает. Откровенно говоря, работаем по ситуации, работаем по коже, смотрим, какое состояние кожи, как ложится пигмент. И мне лично достаточно часто бывает сложно посчитать проходы, потому что я не всегда прохожусь целиком проход. То есть первый, там, допустим, второй еще может быть целиковый, а потом я могу начать уже подкрашивать там, где необходимо, перемещаться по брови туда-сюда, и мне уже сложно четко понять, сколько проходов сделано. Проще ответить на вопрос по поводу длины процедуры. Тоже никогда не гонюсь ни за излишней скоростью, ни наоборот, специально не замедляюсь. Считаю, что кожу нельзя травмировать бесконечное количество времени. Она устает и плохо себя начинает вести. Больше часа, 1,5 часа в коже иглой – это максимум. Все, что больше, непосредственно технической работы травмирующей, это уже не есть хорошо. Навряд ли стоит рассчитывать на то, что такая процедура может получиться за один раз. Все, конечно, зависит от ситуации, бывает, но не часто. Все-таки перекрытие – это работа поэтапная. Как бы это ни было неприятно нашим клиентам, то и удаление у нас долго проходит, и перекрытие тоже не быстро. Все-таки нужно предупреждать о том, что коррекция понадобится практически в 100% случаев, и большая вероятность, что и дополнительная коррекция тоже будет нужна. Очень хочется надеяться, что эта тема интересная и полезная. Если для вас это было познавательно, вы узнали что-то новое, какие-то лайфхаки, буду рада, если поставите плюсики в комментариях. А у кого остались вопросы, можете писать в комментариях, можете задавать их в директ. Следите за нашими анонсами, подписывайтесь на наш канал. У нас очень много всего интересного, очень познавательного. Много мастеров приходят в гости и показывают свои таланты. Заканчиваем процедуру. На этом все. Получилось 1,5 прохода корректором и 2,5, 3 прохода основным цветом. Теперь будем смотреть, как приживется пигмент, наблюдать. Встретимся, конечно же, с Аней на коррекции. Уверена, что я вам была полезна. До новых встреч. Пока-пока.